Друзья, всем привет! Вы, наверное, уже догадались, что сегодня мы приготовим нежные, вкусные, безумно вкусные, еще раз сейчас. Приготовим воздушные, нежные, легкие, безумно вкусные пончики, да еще и со сливочно-ванильным кремом. А вы, так же как я, готовитесь к Новому году? Му, или кто это? А, это не корова. Год бычка, я олень. Елка, подарки, новогоднее меню и, конечно же, уборка квартиры. Но это по секрету, между нами. Я открыла для себя незаменимого помощника. Да-да, это салфетки Kleenex Viva. Они специально созданы для того, чтобы нам помогать. Предназначены для всех поверхностей в доме. Причем как для уборки, так и для приготовления различных блюд. Я все вам сегодня покажу и расскажу. Ну что, давайте готовить? Приготовим дрожжевое тесто для пончиков. Для него нам понадобится 600 граммов муки, 100 граммов яиц, это приблизительно 2 яйца, 250 миллилитров молока, 20 граммов свежих прессованных дрожжей, 70 граммов сахара, 50 граммов сливочного масла холодного и 10 граммов соли. Берем молоко. Чуть его прогреваем, молоко не должно быть холодным, буквально вот температуры вашего тела. Если молоко будет выше 40 градусов, есть вероятность, что ваши дрожжи просто погибнут. Поэтому будьте осторожны. Итак, молоко, свежие прессованные дрожжи. Конечно, вопрос о том, могу ли я использовать сухие дрожжи. Да, вы можете использовать сухие дрожжи. Только по технологии их нужно добавлять в муку. А свежие дрожжи в теплом молочке, в принципе, они вот практически у меня здесь уже разошлись. Так, наше молоко с дрожжами готово. Отправляем в чашу комбайна. Можно, конечно, сделать замес вручную, а можно воспользоваться комбайном, понадобится нам насадка крюк. Отправляем молоко с дрожжами сюда. Сюда же сахар и яйца. Не получилось, ладно. В смысле, серьезно? Сюда же муку. Теперь соль. Вымешиваем тесто на слабых оборотах. Около 5-7 минут. Оно должно стать более гладким и эластичным. Собираться хорошо в ком. В процессе вымешивания снимайте тесто с крючка и со стеночек, если там что-то налипает. Так, еще немного. Когда у нас тесто вымешалось вот на протяжении 5 минут, стало более однородным, достаточно. Теперь небольшими кусочками добавляем холодное сливочное масло и продолжаем вымешивать еще около 5-7 минут. Не нужно ждать, пока каждый прям кусочек вмешается. Добавляйте вот с периодичностью буквально 3-4 секунды. Отлично! Тесто хорошо отходит от стеночек. Эластичное очень. Хочу показать. Добавлять муку не нужно. Смотрите, какое красивое тесто. Отправляем его в мисочку. Миска должна быть в 2-3 раза больше, для того, чтобы тесто, когда подходило, не вылезло из нее. Накрываем пленкой миску, для того, чтобы тесто не заветривалось. И отправляем наше тесто в теплое место без сквозняков приблизительно на час, максимум 1,5 для первого подхода. Тесто уже подошло, но прежде чем сформировать наши пончики, нужно подготовить противень для того, чтобы выкладывать те самые пончики. Размягченное сливочное масло и смазываем им противень. Теперь присыпаем мукой. Снег. Есть. Отставляю пока в сторонку и принесу наше тесто. Это же новогодний десерт, должно быть волшебство. Все, да. Тесто прекрасно подошло, прям поперло. И я обожаю вот этот момент, когда убираешь пленку, а потом вот так рукой. Тесто нужно немного обмять. Вообще я обожаю работать с дрожжевым тестом, хотя после работы с ним у меня здесь все в муке и в тесте, но массу удовольствия получаю вот
от той же обминки теста. Правда, снимать его не очень-то просто. Все ждут, пока тесто подойдет. Мы обмяли тесто. Теперь вот так отщипываем от теста небольшие кусочки. Если у вас есть весы, вы можете взвесить. Это приблизительно 45-50 граммов. Вот так подминаю тесто и формирую красивый ровный шарик. Оп. Мукой, в принципе, подпылять сильно ничего не нужно, если вот есть прям острая необходимость, слишком липнет где-то тесто, но оно прекрасно себя ведет, можно и детям дать лепить пончики. Наш первый пончик готов. Перекладываем его на подготовленный противень на хорошем расстоянии друг от друга, потому как тесто хорошо подойдет, увеличится практически вдвое. И вот эта часть теста, которая у нас пока лежит, отдыхает, тут ждет, лучше накрыть пищевой пленкой. Если вы новичок и не очень быстро работаете с тестом, оно может заветриться. Так, оп, оп, вот так снова подминаем на стол, и как будто бы вы... Как бы это так сказать, я слегка надавливаю на тесто, если медленно делать, слегка надавливаю на тесто и формирую вот такой идеальный шарик. Если вы сильно подпылите стол мукой и тесто перестанет липнуть к поверхности, то у вас не получится уже идеально ровный шарик. Он будет просто перемещаться по столу, но не будет вот этого натяжения и идеальной формы не получится. И если вы не сделаете вот эту процедуру заворачивания всего я, допустим, вот так катаю. Смотри, вот видишь, допустим, вроде как он кругленький, а есть вот такой залом, трещинка, я не знаю, загиб, вот это. Уже при жарке пончиков пончик не будет расти идеально ровно и красиво, не будет кругленький, а его развезет в разные стороны просто. Я уложила тесто на противень. Теперь обязательно нужно взять пищевую пленку. Ничего не прилипнет, не переживайте. Вот так накрыть наши будущие пончики, для того, чтобы они не заветрились. Если тесто заветрится, то при жарке пончик получится очень некрасивый, сморщенный. Лучше вам не знать какой, поэтому накройте просто пленочкой. Готово! И убираем приблизительно на час-полтора в теплое место, без сквозняков, для того, чтобы произошел второй подход теста. А вот с этим у меня обычно проблема. Отрываю салфетку, начинаю протирать стол, и она практически сразу расползается. А здесь все по-другому. Благодаря технологии гидрокнит салфетки очень прочные. Это я вам продемонстрирую. Очень прочные, не расползаются, очень мягкие и надолго сохраняют свои абсорбирующие свойства. А еще я могу одну салфетку использовать многократно, что значительно экономит расход. Приготовим ванильный заварной крем. Для него нам понадобится 500 мл молока, 100 граммов желтка, 60 граммов сахара, 70 граммов сливочного масла, 25 граммов муки, 25 граммов кукурузного крахмала и 1/2 стручка ванили. В сотейник отправляю молоко, желтки в миску, 100 граммов желтков, это приблизительно 5 штук. Сахар к желткам отправляем. И все это хорошенько растираю. Добавляем сюда муку и кукурузный крахмал. И снова перемешиваем до однородной консистенции, без комочков. Включаем плиту, чтобы молоко хорошо нагрелось, оно должно парить. Самое ценное, что есть в ванили, это семена ванили. Мне нужна половинка, разрезаю стручок вдоль и достаю семена ванили. Молоко парит, снимаем сотейник с плиты и отправляем буквально 1/2 часть молока с ванилью вот сюда к яйцам с сахаром и перемешиваю. Возвращаю все это в сотейник, ставлю на плиту и при постоянном помешивании довожу до кипения. Масса должна прокипеть буквально 30-40 секунд для того, чтобы крахмал и мука заварились. Контролируйте процесс, все время активно помешивайте. Снимаю с плиты
И добавляю сливочное масло. Надо, короче, стремянку. Мне садиться на стремянку. И вот так просто сверху. И сидеть там, да? И сидеть, да. Как вот эти спасатели. Да. Ой. Перемешала до однородной гладкой консистенции. Красивый ванильный крем. Эти точечки ванили. Я знаю, продукт не из дешевых. Вы можете, конечно же, заменить ваниль на ванильный сахар. Берем миску, перекладываем наш крем. Накрываю крем пленкой, обязательно плотно, в контакт. И отправляю в холодильник, чтобы крем остыл. А пока крем будет остывать, пончики, как вы видите, уже огромного размера и готовы к тому, чтобы мы их приготовили. Отправляю крем в холодильник. Вот смотрю я на свою стеклянную варочную поверхность. Их две, да? Она вся в разводах. Вы, наверное, тоже с этим сталкивались. А я беру салфетки Kleenex Viva и бережно очищаю такие деликатные стеклянные поверхности. Удобно еще и тем, что салфетка не оставляет ворс. Теперь нужно все подготовить для жарки пончиков. 1 литр растительного масла, 100 граммов сахара, 3 грамма порошка корицы, по желанию, если любите. Итак, в кастрюлю отправляем масло, сахар перемешиваем с корицей, 2 большие тарелки, 1 тарелка, на которую мы будем выкладывать пончики из фритюра. Обязательно выкладываем бумажное полотенце, чтобы оно впитывало в себя жир ненужный. И еще 1 тарелка, это уже для пончиков. А это для кого? Это такой тик-тик-тик. Сегодня все для пончиков. Включаю плиту, чтобы масло хорошо нагрелось. Для того, чтобы проверить, готово ли масло, чтобы отправлять в него наше тесто, нужно опустить деревянную шпажку или зубочистку, и вокруг масла на палку набегут маленькие пузырьки. Тогда масло готово. Отправляю пончики буквально по 2-3 штучки. Шумовкой перекладываем на бумажное полотенце. Посмотрите, как это удобно. Эти салфетки прекрасно впитывают жир, ну и воду тоже. Теперь перекладываю пончик в сахар. Последний пончик готов. Я люблю начинять эти пончики. Крем уже остыл. Сейчас начиним и будем, не знаю, у меня уже слюни текут. Все будут пончики. Конечно. И будем кушать пончики. Пончики остыли. Крем я переложила в кондитерский мешок. Здесь у меня круглая насадка, диаметр 8 миллиметров. Можно воспользоваться, если у вас есть вот такая насадка для того, чтобы начинять эклеры. Она сюда тоже подойдет. Ничего смешного. Что такое? Укол вам сделать? Что? Прокалываю пончик и начиняю его кремом. Крем у меня остыл, и пончик тоже. Пончики нужно кушать здесь и сейчас. Они еще чуть-чуть тепленькие. Сразу туда крем. Очень вкусно. Наши пончики готовы. Это очень вкусно и красиво. Друзья, готовьте с удовольствием, и пусть сбываются все ваши мечты. Если вам понравился сегодняшний видеоурок, подписывайтесь на мой канал, комментируйте и давайте готовить вместе. Больше рецептов как сладких, так и соленых вы найдете на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моих мастер-классах и на моем сайте. До новых встреч!